Никто не мог представить, что обычный вечер может превратиться в один из самых обсуждаемых моментов для ARMY по всему миру. Все началось с того, что небольшое уведомление на экранах телефонов заставило миллионы людей оторваться от своих дел. Тэхён был в прямом эфире. Всего через несколько секунд появилось второе уведомление. Чингук тоже был в прямом эфире. Этого редкого момента было достаточно, чтобы привести фанатов в неистовство, но то, что произошло дальше, превзошло все ожидания. Тэхён появился на экране в простой черной толстовке с капюшоном, его волосы слегка растрепаны, как будто он только что закончил отдыхать. Неловкость, которая часто сопровождала его долгое отсутствие на публике, оставила фанатов с облегчением. Он слегка улыбнулся, поприветствовал публику, а затем начал читать комментарии. Атмосфера была теплой, интимной и непринужденной. Как будто он разговаривал напрямую с близким другом. Чингук же появился с другой энергией. Он выглядел свежим, жизнерадостным и тут же одарил всех широкой улыбкой. Его тон был легким, что говорило о том, что он был в очень хорошем настроении. Когда он начал читать комментарии о том, что Тэхён тоже в прямом эфире, он на мгновение замер, усмехнулся, а затем сказал: «Серьезно? Он тоже в прямом эфире?» Прошло всего несколько секунд, прежде чем эти двое наконец присоединились к трансляции. Как только их лица оказались в одном кадре, комментарии тут же взорвались. Миллионы ARMY по всему миру почувствовали, что стали свидетелями небольшого, теплого воссоединения. Они были не просто двумя мировыми айдолами, они выглядели как давно потерянные друзья, наконец-то отдохнувшие вместе. Тэхён, как обычно, непринужденно сказал: «О боже, мы снова вместе в прямом эфире после долгого перерыва». Чингук рассмеялся и ответил: «Нам стоит делать это чаще». Одного этого небольшого взаимодействия было достаточно, чтобы вызвать у фанатов эмоции. Возникло чувство тоски, которое постепенно вознаграждалось. По мере продолжения трансляции они начали делиться мелочами, своими повседневными делами, любимыми блюдами и даже тренировками. Никаких громких объявлений, никаких загадочных концепций, как раньше у BTS. Все казалось естественным. Но именно поэтому этот момент был таким значимым. Этого тепла фанаты так не хватало, поскольку были сосредоточены на своих личных делах и службе в армии. Когда Тэхён упомянул, что часто вспоминает дни репетиций с участниками группы, экран тут же заполонили комментарии. Чингук вмешался: «Я тоже, мы в последнее время много говорим о музыке». Слова были простыми, но для ARMY они были словно секретный код, понятный лишь тем, кто ждал годами. В разгаре их разговора Чингук сыграл несколько нот на гитаре. Тэхён слушал с гордым выражением лица старшего брата, наблюдающего за взрослением младшего. Чингук сказал: «Я пробую новый ритм», и Тэхён ответил: «Нам стоит как-нибудь снова записать альбом вместе». Одной этой фразы было достаточно, чтобы миллионы сердец снова заныли. В тот вечер не было никаких промоушенов, никаких тизеров, никакой концепции камбэка. Но этот небольшой момент стал доказательством того, что они готовы снова объединиться, не просто как отдельные личности, а как часть чего-то большего — BTS. Во время трансляции они несколько раз затронули других участников группы. Чингук упомянул Чимина, который вечно бродил по ночам, отправляя кому-то случайные сообщения. Тэхён коротко поговорил с RM, который сказал, что занят написанием чего-то. Затем они посмеялись над привычкой Джина давать советы, словно отец. Они словно приоткрыли завесу тайны над жизнью BTS, которая долгое время была скрыта. Эйяр и Муай еще больше убедились, когда Тэхён сказал: «Я чувствую, что моя энергия вернулась к тому, что было раньше». Чингук добавил: «У меня много идей для новой музыки». Никто прямо не говорил о возвращении, но в мире BTS подобные предложения приобрели особый смысл. В какой-то момент Чингук прочитал комментарий с вопросом о будущем BTS. Он сделал паузу, мягко улыбнулся и сказал: «Мы всегда возвращаемся. Нам просто нужно время, чтобы заполнить пробелы в нашей жизни». Тэхён кивнул и добавил: «В следующем году будет весело». Всего от этих двух предложений весь фандом почувствовал, что мир снова стал ярче. Но на этом все не закончилось, эти двое даже спели вместе короткую песню.
Короткая гармоническая композиция стала вирусной на всех платформах за считанные минуты. ARMY утверждали, что их голосы звучали, как в эпоху до 2020 года, тепло, честно и эмоционально. Многие писали, что на живом выступлении у них возникло ощущение, будто BTS вернулись домой. Что сделало момент еще более запоминающимся, так это их подлинность. Не было никакой чрезмерной подготовки. Никакого студийного освещения. Просто двое молодых людей, которые испытали вершины мировой славы, удобно расположились в своих комнатах, делясь смехом и историями, глядя в экраны своих телефонов. Эта теплота заставила фанатов почувствовать себя снова связанными после долгого и неопределенного перехода. Когда прямой эфир закончился, комментарии потекли рекой. Тэхён и Чингук прочитали несколько юмористических сообщений от фанатов, шутя о том, кто ужинал позже и кто больше тренировался. Несмотря на легкость, это общение показало, что их отношения с ARMY остаются крепкими, неизменными и, возможно, даже более зрелыми. Перед тем, как закончить прямую трансляцию, Тэхён сказал «спасибо за ожидание». Чингук добавил «мы еще не закончили. Нам еще так много хочется сделать вместе». Эти два слова вызвали слезы у многих фанатов, ведь впервые за долгое время они услышали слова, которые прозвучали как обещание. Когда экран наконец погас, фандом все еще бурлил. Видеозаписи с прямой трансляции мгновенно разлетелись по социальным сетям. Хэштеги о мини-воссоединении Тэхёна и Чингука возглавили мировые тренды. Многие ARMY признались, что не испытывали такого волнения с тех пор, как несколько лет назад было объявлено об их перерыве и уходе в армию. То, что началось как простая прямая трансляция, превратилось в эмоциональное событие для сообщества BTS. Никто точно не знал, что принесет 2026 год. Но впервые за долгое время фанаты почувствовали, что долгожданный камбэк — не просто слух или надежда. Он был словно крошечный огонек посреди темной ночи, достаточно маленький, чтобы быть совпадением, но достаточно яркий, чтобы изменить настроение всего фандома. И, осознавали они это или нет, Тэхён и Чингук спонтанно возродили то, что трепетало с тех пор — надежду. Надежду на то, что 6 людей, которых они так сильно любили, снова будут стоять на одной сцене, исполняя песни, которые когда-то объединяли миллионы сердец по всему миру. Даже без слова «камбэк» прямая трансляция была знаком. Знаком того, что они готовятся. Знаком того, что их связь нерушима. Знаком того, что BTS, в конце концов, всегда находит путь назад.